На протяжении почти 1,5 столетий одна тихая картина провисела в Британском музее Фицуильяма, оставаясь загадкой для всех, кто на нее смотрел. На первый взгляд, безобидный морской пейзаж середины XVII века, выполненный голландским художником Хендриком ван Антонисеном. Несколько людей, одетых по моде той эпохи, стоят на пляже недалеко от Гааги, смотрят в сторону горизонта. Сцена кажется немного неловкой и странной. Ни сюжета, ни драмы, ни четкого композиционного центра. Посетители музея, искусствоведы, критики — все ломали голову над тем, что именно хотел сказать художник. Картина, названная «Вид на пески с Хивенигена», вызывала вопросы, что эти люди забыли на пустынном пляже. Почему все они смотрят в одну точку, в пустоту? И почему композиция кажется такой странной, будто кто-то вынул из нее главное действующее лицо? Ответ пришел только в начале 21 века, когда полотно отправили на плановую реставрацию. Консерватор Шань Куанг начала удалять пожелтевший лак, и тут заметила странное отличие в текстуре краски в том месте, куда были устремлены взгляды людей. Что-то было под этим слоем. Было решено применить рентгеновский анализ и инфракрасную спектроскопию. Это позволило буквально заглянуть под слои краски и открыть то, что было сокрыто от зрителя более 100 лет. Там, в самом центре внимания изображенных на полотне людей, находилось не что иное, как тело выброшенного на берег кита. Огромное, темное, массивное, его зарывшаяся в песок туша была абсолютно натурально прописана и занимала значительную часть композиции. Все мгновенно встало на свои места, и настроение, и позы, и напряженные взгляды. Для жителей XVII века появление на берегу такого гиганта было событием вселенского масштаба. Это не просто зоологическая редкость, это было знамение, повод для собрания всей округи, повод для разговоров, трактовок, страхов. И художник, конечно, не мог пройти мимо, решив запечатлеть драму современности. Почему же тогда тело кита исчезло с картины? Ответ исследователи нашли в химическом составе поверхностного слоя краски. Он был нанесен позже, скорее всего, в XVIII или даже XIX веке. Кто-то просто решил, что кит портит продажный вид пейзажа. Этим кто-то вполне мог быть торговец искусством или частный владелец. Спокойный морской пейзаж продавался куда лучше, чем полотно с мертвым китом. Один слой краски уничтожил сюжет, драму и исторический смысл. Почти 2 века картина была лишена своего главного героя. Только вмешательство реставраторов и современные технологии вернули киту его место. Но за этим открытием стоял еще один куда более тревожный вопрос, ответ на который мог кардинально изменить понимание всей сцены. Если в предыдущей истории художника исправили другие, то следующий случай показывает, как сам мастер оставил тайный след о себе, спрятанный так глубоко, что заметить его удалось лишь через 4 столетия. Речь идет о Микеланджело Меризи да Караваджо, одном из самых неоднозначных и гениальных представителей барокко. Его картина «Вакх» на первый взгляд может показаться просто очередным мифологическим портретом. Молодой человек в римской тунике, обнаженный по пояс, с виноградом и бокалом вина, сидит за столом. Но и здесь все не так просто. Во-первых, это не бог Олимпа. Это почти уличный парень с опухшим лицом, немытыми руками, с томным, почти вызывающим взглядом. Караваджо сознательно разрушал ренессансные идеалы красоты. Но настоящая интрига в графине с вином, стоящем на переднем плане. На его поверхности играют блики света, и долгое время это считалось просто демонстрацией мастерства в передаче стекла. Все изменилось в 2000-х, когда итальянские специалисты применили мультиспектральную рефлектографию, чтобы заглянуть в отражение. На полученном изображении в микроскопическом, едва различимом блике обнаружилось нечто невероятное. Там был автопортрет, лицо, Караваджо с кистью в руке, сидящий перед мольбертом. Это было подтверждение того, что он рисовал эту картину с зеркалом, видя и себя, и натюрморт одновременно. Но важно не это, важно, что он сознательно встроил себя в свое произведение. Не просто подписался в углу, а стал частью самой сцены. Он как бы смотрит на зрителя изнутри вина, которое предлагает бог Вакх. Этот жест можно расценивать по-разному. С одной стороны, это нарциссический трюк. С другой — глубокое философское высказывание. Ведь Вакх в мифологии — это не просто веселье. Это транс, алкоголь, сумеречное состояние между разумом и безумием. Караваджо сам был человеком, стоявшим на грани, между гениальностью и разрушением, между светом и тьмой. И он оставил свой след именно там, в границе между вином и стеклом.
Этот автопортрет невозможно заметить невооруженным глазом. Он существовал столетия, спрятанный от всех, кроме, пожалуй, самого художника. Но, как оказалось, это была далеко не единственная картина, где автор оставил о себе знак. В одной из следующих работ за слоем краски скрывался не просто символ, а целая потерянная жизнь. Если вам так же интересно, как и нам, что еще скрыто под слоями времени, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наше творчество, то ссылочка на донат в описании или QR-код на экране, как у того кита, только без песка. Пикассо и тайны — сочетание, которое звучит почти банально. Но есть одна история, способная удивить даже самых опытных знатоков его творчества. В начале XX века, в разгар так называемого «голубого периода», художник был в страшной нищете. Он переживал смерть близкого друга, жил в нечеловеческих условиях, и его картины буквально кричали о боли и безысходности. Одна из самых знаковых работ того времени — «Старый гитарист». Это худой, изможденный человек, слепой, почти бесплотный, с изогнутой спиной, прижимающий к себе гитару. Все изображение утопает в холодных синих оттенках, но даже в такой работе оказалась спрятана тайна. Исследователи давно подозревали, что с этой картиной что-то не так. Странности в форме головы, неестественные пропорции ног и неровности холста намекали на то, что изображение могло быть переписано. И действительно, в конце 90-х в Чикаго при помощи инфракрасного анализа удалось заглянуть под слои синей краски. Открытие оказалось не просто любопытным, а почти мистическим. Под старым гитаристом скрывалась совершенно другая сцена. Женская фигура, сидящая в профиль с протянутой рукой. У ее ног едва различимый силуэт ребенка. Возможно, это была сцена материнства или какой-то аллегорический сюжет, почему Пикассо закрасил ее. Ответ, скорее всего, прозаичен — нехватка холстов. Он просто переписал старую работу. Но получилось нечто большее, потому что женская фигура никуда не исчезла. Сквозь краску начали проступать ее черты, неявно, но отчетливо. И сегодня, если долго смотреть на картину, можно заметить, как будто две жизни слились в одной. Старик, держащий гитару, и женщина с ребенком, ускользающая из-под поверхности. Это не просто переиспользованный холст, это картина о памяти, о призраках, живущих в нас, о том, что прошлое невозможно стереть до конца. Так одна из самых депрессивных работ Пикассо обрела новую, еще более трагичную глубину. Но это еще не предел. Существует картина, где сама смерть буквально спряталась на переднем плане, но увидеть ее можно только если отойти и посмотреть под другим углом. Ганс Гольбейн-младший не был мистиком, он был точным, почти научным художником. Его «Послы» — типичный портрет эпохи Возрождения. Два влиятельных мужчины, surrounded by предметами, символизирующими знания, богатство и власть. Это и астролябии, и глобус, и музыкальные инструменты, картина — гимн человеческому разуму. Но внизу на полу почти как ошибка лежит странное пятно. На первый взгляд это дефект. Что-то вытянутое, нечеткое, мешающее всей композиции. Однако, если подойти к картине под углом, отойдя вправо и чуть пригнувшись, происходит чудо. Это пятно трансформируется в идеально выверенный анатомический череп. Такую технику называют аноморфоз, оптический трюк, требующий высшего уровня мастерства. Зачем художник сделал это? Все гениальное просто. Это мементо мори, напоминание о смерти. Среди всей этой суеты предметов, славы, знаний и символов смерть лежит в самом центре. Но вы не можете ее увидеть, пока не измените точку зрения. Пока вы смотрите на жизнь прямо, вы видите только отвлекающие детали. Но отойдите и увидите главное. Гольбейн был не просто портретистом, он был философом. Он закодировал послание, которое требует действия от зрителя. Это не просто наблюдение, это приглашение изменить взгляд. Увидеть смерть в полной мере можно только, если отказаться от привычной перспективы. Это превращает картину в настоящее театральное представление. Только в нем участвует не актер, а вы сами. Но еще более интригующая сцена ждет нас в другой работе, где художник не просто намекает на свое присутствие, а буквально вписывает себя в сюжет. Портрет Читы Арнольфини — одна из самых знаменитых и изученных картин Северного Возрождения. Написанная Яном ван Эйком в середине XV века, она на первый взгляд изображает сцену обручения. Мужчина и женщина, соединенные руками в интимной обстановке дома. Вокруг символы благополучия и брака: горящая свеча, собака, апельсины. Но есть нечто, что вырывает эту картину из ряда привычных портретов. В самом центре композиции на задней стене висит небольшое круглое зеркало. В нем отражены и супруги, и интерьер, и еще кое-кто. В зеркале видны две фигуры у дверного проема.
Они стоят точно на месте, где мог бы находиться зритель. И одна из этих фигур, вероятнее всего, сам художник. Над зеркалом каллиграфически выведено «Ян ван Эйк был здесь». Не написал, не создал, а был. Это не подпись, это свидетельство. И если принять эту версию, вся сцена перестает быть просто изображением. Она становится актом, юридическим моментом, подтвержденным свидетелем. В те времена такое изображение могло использоваться как доказательство, как визуальный контракт. Художник — не просто исполнитель, он участник, нотариус. А зеркало — это не просто предмет, а вход в другое измерение, где соединяются вымысел и документ. Но как далеко может зайти идея наблюдателя внутри картины? Оказывается, один из величайших мастеров XX века сделал шаг еще дальше, полностью переосмыслив сакральный сюжет в обстановке самого обычного кафе. Винсент ван Гог редко ассоциируется с религией. Хотя он родился в семье протестантского пастора и в молодости даже пытался стать священником, его искусство чаще воспринимается как порыв души, эмоциональный крик, а не богословское размышление. Но одна из его самых известных и, на первый взгляд, безобидных картин «Кафе терраса ночью» может скрывать под своей сияющей поверхностью нечто куда более глубокое. На картине изображено кафе Варле. Ярко освещенная терраса с сидящими за столами людьми, южное звездное небо, брусчатка, спокойствие. Эта работа казалась одной из немногих безмятежных в его наследии. Но в 2000-х годах появилась теория, предложенная независимым исследователем Джаредом Бакстером, согласно которой кафе «Терраса ночью» — это зашифрованная версия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Аргументов оказалось больше, чем можно было ожидать от столь, казалось бы, безобидной сцены. Во-первых, в кафе сидят 12 человек. Во-вторых, в центре официант в белой тунике с длинными волосами, словно Иисус. Прямо за ним оконный проем образует четкий крест, а один из людей уходит в сторону, в темноту, спиной к зрителю. Это может быть символическим образом Иуды. Ван Гог был не только художником, он был глубоко мыслящим, религиозно озабоченным человеком, переживавшим личную борьбу между верой и психическим расстройством. Он мечтал создать новое религиозное искусство, более понятное простому человеку. Возможно, эта картина была именно такой попыткой — перенести вечную тему предательства, ужина и трагедии в обстановку простого кафе. Эта гипотеза расколола мир искусствоведения. Кто-то считает ее надуманной, кто-то — гениальной находкой. Но независимо от правоты теории, она заставляет взглянуть на работу совершенно иными глазами. Однако есть картина, где тайна даже не спрятана. Она висит прямо в небе, над плечом Богородицы. В Палаццо Веккио во Флоренции хранится картина, на которую мало кто обращает внимание. Она известна как «Мадонна со святым Джованнино» и долгое время считалась просто одной из сотен религиозных сцен флорентийской школы. Но при внимательном рассмотрении зритель замечает странную, тревожную деталь, которую невозможно объяснить привычными средствами. Над плечом Девы Марии в небе висит овальный объект. Он явно трехмерный, имеет форму диска, а вокруг него лучи или сияние. Ни облако, ни звезда, ни символическое солнце не могут объяснить это явление. Более того, на берегу под этим объектом изображен человек с собакой. Он прикрывает глаза рукой, как будто от сильного света. Собака лает, они видят то, что и мы. Картина датируется концом XV века, то есть более чем за 400 лет до того, как появился термин НЛО, задолго до авиаперелетов и фантастики. Некоторые искусствоведы пытаются объяснить объект как символическое божественное присутствие или визуализацию сцены Благовещения. Но детальность, с которой прописан этот диск, делает такие объяснения шаткими. Это не единичный случай. В средневековом и ренессансном искусстве есть и другие картины, где в небе появляются странные летающие объекты. Возможно, художники изображали кометы, или это были визионерские символы. А возможно, они были свидетелями чего-то, что мы начинаем понимать только теперь. И пока эта теория уфологов продолжает собирать сторонников и скептиков, в мире существует картина, которая зашифровала не объект, а целую музыкальную партитуру. И для того, чтобы ее услышать, понадобились не только уши, но и компьютеры. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — одно из самых воспроизводимых произведений искусства в мире. Миллионы людей видели ее в книгах, фильмах, на репродукциях, но с начала 21 века выяснилось, что фреска может быть не просто картиной, а также музыкальным произведением. В 2000-х годах итальянский техник и музыкант Джованни Мария Пала выдвинул смелую гипотезу.
Что если руки апостолов и хлеб на столе в тайной вечере расположены не случайно? Что если они образуют ноты, и Леонардо, будучи не только художником, но и музыкантом, зашифровал мелодию в композиции сцены? Он нарисовал поверх картины пятилинейный нотный стан, как на партитуре, и начал сопоставлять элементы фрески. Удивительно, но расположение ладоней и хлеба действительно соответствовало нотам. Читая их справа налево, в духе зеркального письма самого Леонардо, он получил музыкальную фразу. Когда ее исполнили на органе, это был мрачный, торжественный, почти траурный мотив. Эта мелодия стала предметом обсуждений и споров. Некоторые считают это натяжкой. Другие — доказательством того, насколько многослойным было мышление Леонардо. Он умел видеть связи между искусствами, между слухом и зрением, между формой и содержанием. Однако не только музыка могла быть спрятана в его шедеврах. В другой, еще более известной его картине скрывается не просто звук, а личность. И эта личность, как выяснилось, может быть вовсе не той, что мы знали 5 веков, Мона Лиза или портрет госпожи Лизы дель Джокондо, пожалуй, самая знаменитая картина в истории искусства. И в то же время самая загадочная. Ее улыбка, взгляд, пейзаж на заднем плане порождали десятки теорий и трактовок. Но подлинный взрыв случился только в 21 веке, когда к картине применили новейшие технологии. Французский инженер Паскаль Кот с помощью мультиспектральной камеры изучал слои краски и обнаружил: под финальной версией скрываются 3 другие. Одна — это набросок с другой позой головы, другая — совершенно иной женский портрет. Она сидит в том же положении, но ее лицо другое, и главное, у нее нет этой загадочной улыбки. Кот пришел к выводу, что Леонардо переписывал картину, менял модель. Возможно, первая версия действительно была Лизой дель Джокондо, а финальная, всемирно известная, идеализированный образ или совершенно другой человек. Возможно, даже мужчина. Или Леонардо изобразил в ней самого себя. Кроме того, итальянские исследователи заявили, что в глазах Моны Лизы под слоем краски удалось разглядеть микроскопические символы. В правом глазу латинские буквы ЛВ, в левом либо СЯ, либо Б, а на фоне моста число 72. Никаких однозначных объяснений этим знакам до сих пор нет. Одна из самых изученных картин оказалась все еще полна тайн. Но есть фреска, в центре которой скрывается не абстракция, не идея и не цифры, а нечто, что связано с самой анатомией человеческого тела и меняет смысл всего изображения. Потолок Сикстинской капеллы — вершина искусства эпохи Возрождения. В его центре — сцена сотворения Адама, где Бог-Отец в окружении ангелов тянется к первому человеку. Их пальцы почти соприкасаются, символ божественного дара жизни. Эту композицию знают миллионы. Но в 90-х годах прошлого века американский врач-нейроанатом Фрэнк Мэшбергер обнаружил нечто ошеломляющее. Фигура Бога и ангелов, заключенная в розовато-красную мантию, точно повторяет форму человеческого мозга в сагиттальном разрезе. Все анатомические детали на месте: борозды, извилины, мозжечок, зрительный нерв. Мэшбергер предположил, что Микеланджело, изучавший анатомию вопреки запретам, сознательно вложил в фреску этот образ. Что Бог не просто дает жизнь, Он передает разум. Или даже больше, Бог — это сам разум. Он не вне нас, Он внутри, в человеческом мозге. Если это правда, то перед нами не просто религиозная сцена. Это дерзкий манифест гуманизма, зашифрованный прямо в сердце католической веры. А ведь Микеланджело тайно вскрывал тела, чтобы изучать строение человека. И, возможно, сделал эту фреску не как акт поклонения, а как вызов. Но если художник может спрятать мозг в мантию Бога, что еще могут скрывать картины? Некоторые шифры настолько мелкие, что без специальной оптики их нельзя увидеть вовсе. Картина — это не только визуальное восприятие, но и физический объект. Холст, пигменты, масло, лак. Но с развитием технологий ученые все чаще обращаются не к искусствоведческому анализу, а к химии. И именно химия раскрывает порой такие подробности, которые могут полностью изменить наше представление о тех или иных произведениях. Так, например, спектроскопический анализ красок позволил выяснить, какие именно вещества использовали художники разных эпох. И часто эти данные раскрывают неожиданную правду. Пигменты, которые казались естественными, на самом деле были сделаны из редчайших и даже токсичных компонентов. Один из таких пигментов — ультрамарин. В Средневековье он добывался из лазурита, привозимого из Афганистана, и стоил дороже золота. Поэтому его использовали только в самых сакральных местах картины, как правило, в мантиях Богородицы.
Но, как показал химический анализ, многие картины, в том числе написанные в период Ренессанса, были переписаны позднее. Дорогие пигменты заменялись на дешевые аналоги, цвета менялись, сцены утрачивали символическую значимость. В одном из примеров пигмент, изначально нанесенный как красный, спустя века из-за химических реакций потемнел и стал почти черным. Это не ошибка художника, а результат взаимодействия свинцовых белил с серой в воздухе. Кроме того, в некоторых шедеврах, например, у Тициана, были обнаружены следы необычных минеральных соединений, в том числе мышьяка и даже ртути. Эти вещества могли использоваться для стабилизации цвета, но сегодня они играют другую роль, позволяют определить авторство и даже точный год создания. Уникальный химический профиль картины становится чем-то вроде отпечатка пальца. Технологии химического анализа сделали возможным не просто увидеть невидимое, но и буквально почувствовать, как художник работал, какие пигменты выбирал, какие решения принимал. Но в некоторых случаях тайна вовсе не в материале, а в взгляде. В буквальном смысле слова, во взгляде моделей Диего Веласкес, пожалуй, один из самых загадочных мастеров золотого века Испании. Его картина «Менины» с первого взгляда кажется жанровой сценой. Инфанта, Маргарита, фрейлины, собака, карлики, художник у Мольберта. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно — это сложнейшая философская работа о природе наблюдения. В самом центре композиции не инфанта, а пространство между ней и зрителем. Веласкес изобразил себя у Мольберта, но мы не видим, что он рисует. В зеркале на задней стене отражаются фигуры короля и королевы. Значит, именно они стоят на месте зрителя. Художник рисует их, а зритель, по сути, становится их двойником. Но главная загадка — это глаза персонажей. Каждый из них смотрит в разном направлении. Кто-то на художника, кто-то на инфанту, кто-то в сторону. Сам Веласкес смотрит прямо на нас. А теперь внимание. Когда изображение Менин было отсканировано в высоком разрешении и обработано специальным ПО, в зрачках нескольких фигур были обнаружены микроскопические световые блики. И эти блики соответствуют форме окон и освещения, которое реально было в мастерской художника. Это значит, что Веласкес не просто представил сцену, он писал ее с натуры, как с фотографии. Он понимал, как свет отражается в глазу, и буквально превратил свои картины в оптические устройства, подобные камере обскуре. Его персонажи не просто смотрят, они фиксируют взглядом реальность. Такое внимание к глазу, как к оптическому механизму, говорит о том, что живопись стала для Веласкеса не только способом выразить идею, но и способом зафиксировать наблюдение. Но что если сами картины в буквальном смысле зашифровывали послания в буквенном коде, видимом только под микроскопом? В крупнейших музеях мира, особенно в Лувре, ведутся постоянные исследования картин с помощью ультрафиолетового и инфракрасного сканирования. И вот уже на протяжении десятилетий реставраторы и ученые натыкаются на странную закономерность. На ряде произведений, особенно у мастеров Северного Возрождения, обнаруживаются буквенно-цифровые коды. В некоторых случаях они расположены на фоне, среди теней или в складках одежды. Но самые поразительные случаи, когда они находятся в местах, где человеческий глаз ничего бы не заметил, в глазах, на ногтях, в бликах на стекле. Одним из самых нашумевших открытий стали микроскопические буквы, найденные в глазах Моны Лизы. Но есть и другие примеры. У одного портрета работы Ганса Мемлинга в ушной раковине фигуры был обнаружен набор символов, напоминающий шифр. В другом случае в пейзаже за спиной модели был вписан латинский текст, видимый только при УФ-свете. Это не просто декоративные элементы. В некоторых случаях зашифрованы целые фразы. Что это? Подпись? Сообщение потомкам? Тайный код для определенных зрителей? На этот вопрос нет точного ответа. Однако ясно одно. Некоторые художники сознательно работали с многоуровневыми структурами восприятия. Они создавали произведения, которые открывались полностью только при определенном ракурсе – визуальном, интеллектуальном или даже техническом. И если одни вшивали послания с помощью света, другие шли еще дальше, зашивали буквы и знаки прямо в ткань одежды своих моделей. Причем делали это так искусно, что потребовались столетия, чтобы это заметить. Картины Тициана всегда отличались мастерством в передаче текстуры тканей. Его модели — это не только лица, но и роскошные одежды, буквально ощутимые на глаз. Но оказалось, что эти одежды могут скрывать куда больше, чем просто богатство. В нескольких портретах, в том числе знаменитом портрете молодой женщины, реставраторы обнаружили нечто неожиданное.
При внимательном ультрафиолетовом анализе были замечены странные формы, едва различимые под поверхностью краски. Эти формы были слишком регулярными, чтобы быть случайными. В складках бархата, на манжетах, в узорах кружева начали проявляться очертания букв. Некоторые из них были латинские, другие — греческие. Предположительно, это были инициалы или закодированные послания, возможно, любовные, возможно, религиозные. Есть версия, что один из таких портретов, предположительно изображающий возлюбленную Тициана, содержит акростих. Первые буквы слов, спрятанных в складках, складываются в имя. И хотя эта гипотеза пока не имеет однозначного подтверждения, ясно одно: художники эпохи Возрождения работали с текстами и символами так же свободно, как с краской. Ткань — это не только декоративный элемент, это поверхность для кода. Но были случаи, когда кодом становился не один слой, а сама структура картины, когда художник накладывал изображение на изображение, переписывая сюжет, и создавая таким образом многослойное произведение, где каждый уровень имел свое значение. В мире живописи существует понятие палимпсеста, когда одна картина написана поверх другой. Но в некоторых случаях это не просто экономия холста, а осознанный акт творческой работы. Один из самых ярких примеров — работа Рембрандта «Старая женщина, читающая книгу». Инфракрасное сканирование этой картины выявило под ней совершенно другой сюжет. Сцена с юной девушкой, возможно, даже аллегория Венеры. Сравнив пропорции, ученые пришли к выводу, что фигура была не просто заменена, а буквально трансформирована из молодой в старую, из легкой в тяжелую, из сексуальной в мудрую. Такой подход можно трактовать как символический. Жизнь — это цикл. Женственность — это не только юность, но и зрелость. Рембрандт не просто переписал картину, он превратил ее в философский комментарий. Подобные трансформации находят и у других мастеров. У Делакруа, например, обнаружили слой с битвой, поверх которого он написал пейзаж. И в этом нет случайности. Художник осознавал, что прошлое не исчезает, оно остается под новым, влияет на восприятие. Такой подход меняет саму идею картины. Это уже не момент, не замерший образ, а процесс. История, написанная слоями. Но есть случаи, когда в слое скрыта смерть, буквально. Только заметить ее можно, если перевернуть все восприятие. На аукционе в Нью-Йорке в 2018 году за $2 миллиона была продана картина, которую никто никогда не видел. Работу неизвестного художника, названную «Летучий голландец», оценили без предварительного знакомства. На картине отсутствовали четкие формы, изображались лишь абстрактные линии и темные оттенки, но зрители ощущали движение и тревогу. Они не могли понять, что именно вызывает эти чувства, что добавляло загадочности к произведению. Несмотря на отсутствие известности художника, эта картина стала символом непостижимости в искусстве. В мире искусства существуют и более известные загадочные произведения. Одно из них является «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Написанная в начале XVI века, картина привлекает миллионы музейных посетителей каждый год. Загадочная улыбка Моны Лизы остается нерешенной головоломкой для многих. Улыбка меняется в зависимости от угла зрения, освещения и настроения каждого наблюдателя, что создает уникальное восприятие для каждого зрителя. Исследователи утверждают, что да Винчи использовал технику сфумато, придающую картине размытость и глубину. В 2014 году одно из исследований выявило, что в глазах Моны Лизы можно увидеть скрытое изображение. Это открытие вызвало бурную реакцию среди экспертов. Некоторые уверяли, что там можно увидеть лицо мужчины, другие утверждали, что это всего лишь игра света и тени. Неразгаданность этой детали добавляет загадочности к уже известному произведению. Картину «Крик» Эдварда Мунка, созданную в конце XIX века, также сложно поддать объяснению. Она передает глубокие человеческие эмоции страха и тревоги. С момента своего появления «Крик» стал предметом множества теорий. Искусствоведы связывают смысл картины с личной трагедией художника, но ни одно объяснение не считается окончательным. Каждая картина представляет собой нечто большее, чем просто набор цветов и форм. Они содержат шифры и загадки, которые требуют времени для расшифровки. Искусство продолжает вызывать интерес и восхищение, оставляя нерешенные вопросы и новые интерпретации. В XVIII веке в Лувре во время одной из выставок зрители обратили внимание на необычное явление. В один момент, когда солнечные лучи пробивались сквозь окна, кажется, что улыбка Моны Лизы становилась еще более загадочной. Посетители начали обсуждать, что в этот миг ей будто бы удавалось выражать разные эмоции в зависимости от того, кто на нее смотрел.
Одни утверждали, что она улыбается, другие, что ее выражение гневно. Атмосфера в зале накалялась, а обсуждения становились все более оживленными. Некоторые знатоки искусства решили, что это лишь игра света, однако один из них, профессор Галилео Бенедетти, осмелился выступить с теорией, что в картине скрыты зашифрованные сообщения. Он предположил, что да Винчи вложил в картину нечто большее, чем просто изображение. Бенедетти начал собирать группу единомышленников, чтобы провести исследование, направленное на изучение картины. Они планировали использовать современные технологии, включая рентгеновские снимки и инфракрасную фотографию, чтобы рассмотреть слои краски и выявить возможные скрытые детали. Первые результаты оказались шокирующими. Под верхним слоем краски эксперты обнаружили контуры других изображений, которые не были видны невооруженным глазом. Каждое новое открытие вызывало все больше вопросов. Один из участников исследования, художник по имени Антонио, уверен был, что под улыбкой Моны Лизы скрывается портрет другого человека. Он предположил, что да Винчи мог написать два изображения одновременно, используя одну и ту же основу. Это предположение стало темой для горячих обсуждений в научных кругах. К тому же в начале 2015 года в Лувре произошел инцидент. Однажды ночью, когда музей был закрыт, охрана заметила, что несколько сотрудников обсуждали что-то около картины. При проверке выяснилось, что они пытались сфотографировать Мону Лизу с помощью специальных фильтров, утверждая, что это поможет увидеть некие невидимые изображения. Служители безопасности вызвали полицию, и в результате некоторые из исследователей были временно отстранены от работы. Скандал привлек внимание общественности и СМИ. Журналисты начали запрашивать комментарии у экспертов, и в ходе обсуждений началась настоящая охота за правдой. Каждое новое открытие о картине обрастало слухами. Научные эксперименты, проводимые в открытом доступе, становились полем для споров. Некоторые утверждали, что это просто попытки обратить на себя внимание, другие, что картина действительно хранит в себе глубокие тайны, которые еще предстоит раскрыть. Атмосфера вокруг Моны Лизы накалялась. За ней наблюдали не только искусствоведы, но и любители мистики, которые начали связывать картину с рядом неразгаданных происшествий. Ученые и исследователи продолжали свои работы, но при этом каждый шаг сопровождался давлением со стороны общественности и неопределенности. Каждый новый день открывал все больше вопросов и меньше ответов, а загадка Моны Лизы все больше погружала в смятение. В это время, когда вокруг Моны Лизы бушевали страсти, картина «Крик» Эдварда Мунка вновь оказалась в центре внимания. В начале 2016 года в Осло, на выставке, посвященной этому произведению, произошел странный инцидент. Во время демонстрации несколько зрителей начали сообщать о необычных ощущениях, когда смотрели на «Крик». Некоторые утверждали, что слышали неясные звуки, будто бы исходящие от самой картины. Эти сообщения вызвали беспокойство у организаторов выставки, которые решили провести расследование. Психолог Ханна Фредриксон была одной из первых, кто откликнулся на вызов. Она собрала группу добровольцев для эксперимента, предлагая им смотреть на «Крик» в течение нескольких минут и записывать свои ощущения. Результаты поразили. Многие участники говорили о нарастающем беспокойстве, некоторые даже ощущали физическую боль. Это показало, что картина может вызывать сильные эмоциональные реакции. Ханна решила углубиться в изучение жизни Эдварда Мунка. Она собрала информацию о его биографии, о том, как потеря близкого человека и психические расстройства влияли на его творчество. Исследования показали, что в момент создания «Крика» художник переживал тяжелые эмоциональные испытания. Эта личная трагедия могла стать источником вдохновения. Но как именно это отражалось на восприятии картины зрителями, оставалось неясным. В процессе работы Ханна столкнулась с противоречивыми теориями. Одни исследователи считали, что «Крик» отражает универсальный страх, другие, что это всего лишь отражение личных переживаний Мунка. Дискуссии становились все более жаркими, и возникали споры о том, действительно ли картина передает дух времени или только индивидуальные эмоции художника. Тем временем одна из участниц эксперимента, молодая студентка искусств, начала развивать свою собственную теорию о «Крике». Она предположила, что Мунк закодировал в картине свои страхи и тревоги, а зрители, наблюдая за ней, могут быть затянуты в эмоциональную воронку. Студентка завела блог, где делилась своими мыслями, что привлекло внимание широкой аудитории. Споры обострились, когда Ханна и студентка столкнулись в публичных дебатах. Каждая защищала свою позицию, и зрители были поражены уровнем вовлеченности.
После особенно напряженного обсуждения Ханна решила провести эксперимент с использованием технологий виртуальной реальности, позволяя участникам ощутить крик на новом уровне. Этот шаг вызвал недовольство у многих, так как была опасность искажения оригинального восприятия картины. Интерес к крику рос, и дебаты выходили за рамки искусства, охватывая вопросы психологии и философии. Загадка продвигалась вперед, но ни одна из сторон не могла прийти к окончательному выводу. Каждое новое исследование открывало дополнительные вопросы, а зрители продолжали испытывать разнообразные эмоции, сталкиваясь с произведением, которое оставалось неразгаданным. Собравшиеся вокруг Герники, Пабло Пикассо, искусствоведы и исследователи ожидали раскрытия скрытых смыслов картины. В конце 2016 года в Мадриде прошла выставка, которая привлекла специалистов со всего мира. На ней были представлены документы и свидетельства, связанные с созданием картины, ставшие ключом к пониманию глубокой символики произведения. Исследователь Мария Альварадо, детально изучившая контекст создания Герники, обнаружила уникальные свидетельства, относящиеся к событиям, произошедшим в испанском городке Герника в 1937 году. Она наткнулась на дневники местных жителей, переживших бомбардировку города. Записи содержали подробности о страданиях и потерях, которые стали причиной создания картины. Мария представила эти свидетельства на выставке, сопоставляя их с элементами картины. Зрители были потрясены, когда она указала на фигуры, изображенные на картине, и сопоставила их с реальными судьбами людей, пострадавших от бомбардировки. Внезапно стало очевидно, что крик, запечатленный в Гернике, являлся завуалированным криком каждого жителя этого города, пережившего трагедию. В это время в зале разразилась дискуссия. Критик искусства Рикардо выступил с противоположной точки зрения, утверждая, что интерпретации Марии слишком глубоки и личны, а Пикассо создал Гернику как общее выражение страха, с которым человечество сталкивается на протяжении всей истории. Его слова вызвали бурю эмоций среди зрителей, и общественное мнение разделилось на два лагеря. Ситуация достигла кульминации, когда молодая художница Лаура поднялась на сцену. Она рассказала, что на протяжении нескольких месяцев занималась анализом цвета и формы в Гернике. Лаура представила проект с использованием технологий для визуализации эмоциональных состояний, выраженных в картине. Она создала интерактивную модель, где зрители могли увидеть изменения в цвете и форме, отражающие различные эмоции. Когда Лаура активировала устройство, в зале раздались шокированные возгласы. Цвета в Гернике начали меняться, и зрители увидели, как картина реагирует на их эмоциональные состояния. Это продемонстрировало, что Герника может быть не только историческим документом, но и живым свидетельством человеческих страданий, которое продолжает воздействовать на людей даже спустя десятилетия. Все присутствующие почувствовали сильную связь с картиной, как будто стали частью ее трагедии. Обсуждение вновь разгорелось с новой силой, и никто не мог прийти к единому мнению. Загадка Герники оставалась неразгаданной, но одно стало ясно. Картина продолжала вызывать эмоциональные реакции, ставя перед зрителями вопросы о памяти и страданиях. Каждый, кто смотрел на Гернику, оказался вовлечен в ее мистическую атмосферу, где призраки прошлого встретились с настоящим, оставляя неизгладимый след в сознании каждого. Собравшиеся в музее искусствоведы и любители искусства вновь начали обсуждать загадки, связанные с картинами, ставшими предметом их исследований. В центре их внимания оказался «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха. Эта картина, написанная в начале XVI века, всегда вызывала бурные споры из-за своего сложного символизма. В начале 2017 года на выставке, посвященной этому произведению, были представлены исследования, которые помогли углубить понимание картины. Исследовательница Клара Мартинес, изучавшая «Сад земных наслаждений», представила свою находку. Она заметила, что многие элементы картины могут служить предостережением о последствиях греха и чрезмерного наслаждения. На первом панно изображен идиллический сад, наполненный людьми, занимающимися разными удовольствиями, но на третьем панно зрителей ждет страшный конец. Клара сопоставила изображение с текстами религиозных трактатов, обсуждающими мораль и последствия плотских желаний. Ее работа показала, что Босх, вероятно, хотел передать идеи о страсти и последствиях выбора. Во время презентации Клары внимание зрителей привлекла деталь. На одном из панно изображены фигуры, символизирующие человечество, стремящихся к саморазрушению.
Это вызвало бурную реакцию присутствующих. Некоторые считали, что Босх хотел показать, как беспечность человечества приводит к его падению. Обсуждение стало острее, и мнения разделились. Лаура, участница дискуссии, предложила создать интерактивное приложение для сада земных наслаждений, позволяя зрителям взаимодействовать с каждым элементом картины и получать информацию о его символике. Эта инициатива вызвала интерес и поддержку. Однако некоторые критики начали утверждать, что такое вмешательство может исказить оригинальное восприятие искусства. Споры о влиянии технологий на традиционное искусство добавили напряжения в атмосферу. Если вам интересно, как технологии могут повлиять на восприятие искусства, не забудьте подписаться на наш канал, тут всегда много увлекательного. А если хотите поддержать наши исследования и помочь нам создавать еще больше интересного контента, просто загляните по ссылке в описании или наведите камеру на QR-код на экране. Ведь кто знает, может быть, вы тоже станете частью нашей яркой арт-приключенческой истории. Загадка сада земных наслаждений осталась неразгаданной, но дискуссии открыли новые горизонты для понимания искусства. Каждый участник, покидая выставку, уносил с собой образы и идеи, оставившие след в их сознании. Тема греха и искушения, отраженная в работе Босха, продолжала жить, вдохновляя исследователей и зрителей. Искусство, как показали эти обсуждения, остается актуальным, задавая вопросы и вызывая эмоции. Присутствующие почувствовали, что стали частью важного культурного диалога, который будет продолжаться. Каждое новое открытие ставило загадку, не поддающуюся окончательному решению, и это стало основой для будущих исследований. Сад земных наслаждений продолжал вдыхать жизнь в обсуждения о человеческой природе, искушениях и последствиях, оставляя зрителей в размышлениях о собственных выборах.